Представители знака зодиака Близнецы. Близнецы, мои дорогие, здравствуйте. Таро расклад, цыганский пасьянс. Юпитер в Близнецах с 26 мая 2024 года по май 2025. И это как раз вы у нас в центре внимания, в центре всего зодиака, поскольку Юпитер – провластная планета, планета возможностей и удачи, мои дорогие, в вашем знаке. Каждый год Юпитер заходит в новый знак, и эта длительность как раз на 12 месяцев и рассчитана. И до 26 мая Юпитер находится в знаке зодиака Телец, и как раз 26 мая Юпитер перейдет и будет сопровождать ваши желания, ваши намерения. Он будет формировать вашу удачу и возможности. И возможностей будет более чем предостаточно. Вы можете вспомнить, что было для вас наиболее актуальным в 2012 году, 12 лет назад. Вполне вероятно, где-то схожая сфера жизни может проиграться, но это не обязательно. Но для кого-то что-то подобное как раз может заново как будто начаться. Близнецы, как раз созвездие мы говорим, близнецов отвечает за множество составляющих, очень важных в нашей жизни. В первую очередь информация, коммуникация, контакты, поездки и переезды, и торговля, документы, все, что связано, опять же, документы, информация. И находясь в вашем созвездии, Юпитер помогает нам воплотить в жизнь честолюбивые планы, сделать наши намерения конкретной реализацией. Время ожиданий как таковое завершается, и Юпитер себя чувствует очень комфортно в созвездии Близнецы и благоволит и помогает, безусловно, тем, кто и сам себе готов помочь. Потому что в конечном итоге все возможности сводятся к тому, что же мы себе запланируем и как далеко мы готовы зайти, продвинуть свои идеи, продвинуть свое творчество, стать популярным или совершить какой-то важный переезд, достичь своих честолюбивых планов и амбиций, или, мои дорогие, быть счастливым в личной жизни, тоже навести порядок, может быть, для тех, кто один или одна, не быть одному или одной. Вот то, что вы захотите, то, что вы себе поставите в план, и то, что вы будете осуществлять. Для вас, мои дорогие, прекрасное время. И на этом тоже не заканчивается. Если мы сказали 26 числа мая, Юпитер будет в вашем первом доме гороскопа. И это прекрасный период для самовыражения. Но в 2025 году, в мае месяце, Юпитер перейдет в знак зодиака Рак, но окажется в вашем втором доме гороскопа. И поэтому для вас прекрасное время, чтобы какие-то финансовые вопросы прояснить окончательно или выработать новую стратегию, может быть, новые заработки, дополнительный доход. Для вас нет ничего невозможного. Стоит только захотеть и составить себе план. Давайте на картах цыганского оракула мы посмотрим, как видят карты. Что для вас, мои дорогие? Для вас будет иметь огромное значение ваш дом. Поэтому для кого-то ремонт, переезд, правда, или улучшение ваших бытовых, жилищных условий, увеличение, может быть, пространства вам там так захочется, или вы захотите переехать куда-то, но это точно вы будете делать жилье свое более комфортным. Или вопросы личной жизни. Вот первый очаг выпадает, или костер. И это как раз тот символ, который свидетельствует о том месте, куда мы приходим отдыхать. Это мой дом, моя крепость. Это мое место комфорта, где я могу расслабиться, быть самим собой, привести мысли в порядок. Одним словом, это для всех нас очень важно. Для кого-то из вас вопросы какие-то, которые вам придется выяснять, может быть, дома, или что-то организовывать. Или если, допустим, для кого это актуально, по каким-то причинам не могли вы договориться со своим партнером, с мужем, женой, неважно, или вы проживаете вместе, значит, вам придется как-то тоже реструктурировать или проговорить основные моменты, чтобы выяснить, чего же хочу я, чего хочет партнер, быть откровенным. Идем мы дальше. Посмотрите, чего бы тут ни касалось, если для вас ваши отношения важны, вы
и захотите их сохранить. У вас получится это дело сделать. Для тех, у кого, увы, ваш союз уже, ну, по каким-то причинам за предыдущий период времени практически закончился, и де юре еще остался, тогда, скорее всего, вот все то, что я перечисляла по Юпитеру, созвездие Близнецы, как раз вы сумеете осуществить. Колчан со стрелами – полное исполнение желаний. Мне нечего добавить. Какие задачи вы перед собой поставите, и правда, нет ничего неосуществимого. Неосуществимым будет только в том случае, когда вы выжидаете чего-то, а здесь нужно будет с чем-то определяться. И для вас как будто высшие силы помогают. Посмотрите, у вас совпал элемент очага и одновременно ангел-хранитель. Буквально ангел бережет вас, бережет ваш дом, бережет ваши важные отношения или важного человека, сопутствует вам как и удача, так и ангелы-хранители за вами наблюдают. Идем дальше. Что нам еще расскажут карты? И есть какое-то как переживание или, может быть, волнение по тем или иным вопросам, может быть, по части союза. Это как личная жизнь или какие-то новости, может быть, как это касается даже не вашего родственника, а, допустим, родственника вашего супруга или супруги, или от далеких родственников какие-то могут быть известия. Я так, по крайней мере, вижу, поскольку выпадает карта кольца, и у нас выпадает одновременно символ очага. С другой стороны, это есть какие-то, ну, может быть, как по документам вам придется делать согласование. Для кого-то из вас прочный союз вы создадите в этом году. Году, который начинается с 26 мая и продлится почти год, мы говорим про Юпитер. Но то, что прочный союз, есть те люди, которые вас любят, мои дорогие. И у вас еще выпадает, вот, кстати, у нас выпал череп, это как раз и означает волнение наше. Это не есть что-то серьезное, но тем не менее, какие-то эмоции, когда, ну, может быть, какое-то дело вам придется продолжительное время решать, и я бы сказала согласовывать, поскольку выпадает корона, и это символ власти. Значит, вопросы с документами. У вас получится это осуществить, нам сказали сразу же, но не обойдется без каких-то, может быть, задержек, когда вам придется с кем-то, ну, находить общий язык. Или таким или иным образом решать вопрос по документам. И здесь документы самые разные, нам не конкретизируют. Или, мои дорогие, это когда вы хотите добиться честолюбивых планов, это вы хотите быть при власти, это вы строите карьеру. И значит, ну, где-то без, может быть, без нервов не обойдется, тоже к этому стоит быть готовым. Ну, правда, наша жизнь не бывает тихая и спокойна, но, между прочим, посмотрите, вы зря переживаете. Помимо того, что у нас колчан со стрелами, как я сказала, полное исполнение желаний, у вас еще есть искренний друг, искренние отношения, выпадает лебедь. Это в первую очередь про тех людей, которым мы можем доверять. Может быть, это и партнерские отношения где-то по бизнесу, но у нас есть карта кольца, и поэтому есть человек, который для вас, как может быть и близкий человек, любимый человек, но он еще надежный друг, как помощник, мы с ним заодно. Вот, по крайней мере, для тех, кто один или одна, прекрасное время построить такие отношения. Ну, а для тех, кто в паре, как раз укрепить. И нам выпадает спокойное течение жизни. Ну, где-то будет и турбулентно, а где-то будет и очень спокойно. Вот так вот, знаете, с вдохновением, с каким-то новым вкусом свободы. Когда вас все радует, когда, в принципе, складываются обстоятельства так, как вам нравится, мои дорогие, правда? Но будет периодически, видимо, накрывать, как ваши несогласия, мои дорогие близнецы. Вы захотите сделать по-своему, а может быть, обстоятельства вас будут вынуждать договариваться. И вам придется быть дипломатом. Придется дипломатом быть в каких-то очень важных вопросах как минимум 2 раза за год. Потому что как выпал череп, так и выпадает нож или меч. Помните, что в самом начале полное исполнение желаний. Но понятно, оно будет зависеть
от приложенных усилий, от правильных расстановок как приоритетов, так и ваших возможностей. Пока с вами разговариваю, я смотрю, какие есть совпадения еще. Я не вижу. Я, как думается мне, озвучила все. Давайте мы спросим на картах Таро. Уточняющие карты достанем. На чем вас концентрируют высшие силы? Высшие силы, Вселенная. Чего это будет касаться? Может быть, сферы жизни. Как пункт концентрации. Ну вот нечего добавить. Десятка земли, десятка пентаклей, деньги, благополучие, дом, ваши близкие, как я уже сказала. Близкие, которым вы можете доверять. Для кого-то сам по себе бизнес или получение наследства. Или для вас вопросы, когда у меня дом полная чаша, когда вам захочется вообще изменить, может быть, и переехать куда-то, и кардинально как-то жилищные условия пересмотреть в другом какой-то концепции. Вы будете, может быть, кто-то из вас с другим партнером, а для тех, кто один или одна, построить счастливое будущее. Ведь по этой карте проходит именно, посмотрите, даже несколько поколений всегда прописано. И вообще эта карта, наверное, и символизирует то благополучие, когда у нас все хорошо во всех сферах жизни, когда мы можем где-то расслабиться, не суетиться, когда у нас идет все так, как мы хотим. Понятно, нюансы какие-то будут, будем реалистами, но по этой карте, когда и наступает полное исполнение желаний, нечего добавить. Вот куда вас ведут высшие силы? К благополучию, к счастью, к радости, мои дорогие. Хорошо. Какая сфера жизни будет трансформироваться у вас за этот период? Опять победа. Сфера личной жизни, она в центре внимания. Вот, наверное, из нее вытекают как вопросы или имеют значение приоритетное, как вопросы нашего жилища, как семьи, так и благополучия. Это карта взаимопонимания. Может быть, карта тех отношений с теми людьми, которых вы уже знали. Но кто знает, может быть, в каком-то новом качестве к вам вернется тот человек, с которым вы были знакомы прежде. Или какая-то ваша прежняя история, дружба, закончится браком. Такое тоже может быть. Но по шестерке воды нам еще о чем говорят. Это ведь карта ностальгии и важных решений. Карта памяти. Так вот, если мы говорим, что, предположим, для кого-то не было возможности соединиться вашему союзу, может быть, для кого-то это знакомство состоялось, и я, как говорила, была дружба, но здесь вы теперь надумаете окончательно перевести ваши отношения в более конкретные, когда вы составите документы, иными словами, кто-то пойдет венчаться, а кто-то будет оформлять просто отношения де юре, переводить на новый уровень вашу личную жизнь. Скорее всего, это как трансформация будет для вас. И все то, что я говорила по десятке пентаклей в предыдущей карте, карта подтверждает, когда новое качество жизни есть возможность отстроить и просто быть счастливым. От чего вы откажетесь сами? Давайте мы достанем такую карту, что для вас будет неважно. А вы знаете, мои дорогие, вот это рыцарь воздуха или мечей, это как раз ваша стихия. И здесь интеллект проходит по этой карте. По этой карте мотивация проходит и, знаете, когда мы где-то признаем собственные ошибки. Когда это именно в том значении, когда мы спрашиваем, от чего мы можем отказаться. Потому что всегда по рыцарю воздуха или мечей есть такой момент, когда мы хотим доказывать свое. Вот здесь вам не захочется доказывать свое. Может быть, так вот все благополучно будет складываться. Или когда вы расставите правильно приоритеты, вы увидите, что в каком-то случае не имеет смысла вообще ничего доказывать, и вы пересмотрите свои планы, взгляды, принципы, и вот это тоже может быть такая трансформация. Или когда вы сочтете неинтересным какой-то проект.
Ну, наверное, тысяча каких-то причин, может быть, и про отношения где-то это тоже нам карта может говорить. Но вам не захочется спорить, мои дорогие близнецы. Вам не захочется, ну, доказывать свою правоту. Вы, скорее всего, будете уходить от таких людей, которые вас втягивают в конфликты. Или вообще, мои дорогие, вы пересмотрите свое окружение. Вы уйдете от тех людей, которые вас могут подставить. И вы будете видеть, у вас будет хорошо работать интуиция. Вы уйдете от мутных сделок, которые могут вам принести какие-то осложнения спустя период даже. Вам не захочется собой рисковать. Вот от этого всего вы точно откажетесь. Что вам будет помогать? Шикарно. Карта императрицы. Для кого-то это партнерские отношения, пусть это императрица, но здесь могут пройти как и мужчины, так и женщины. Это энергетика императрицы, карта власти, с одной стороны, но власти доброй, умение договориться. Или это партнерские отношения, нам сказали про личную жизнь, когда есть важный партнер в вашей жизни, и вы с ним словно на одной волне. Но если и волны разные, то все равно вы смотрите в одном направлении. Есть, знаете, когда прежде, допустим, я думал один или одна, а теперь мы думаем вместе. Для кого-то из вас, для моей дорогие девочки, вы можете стать мамой за этот период. Как раз карта императрицы и говорит о Юпитере где-то в первом доме, потому что карта императрицы – это символ нового «я». А мы сказали, первый дом гороскопа – это как раз олицетворение ваших планов, желаний, это ваша где-то внутренняя трансформация. Но это все в радостно-благополучном ключе. Это больше возможностей. И правда, императрица будет говорить нам, подтверждая весь предыдущий ряд карт, и об эмпатии, и о взаимопонимании. И когда мы захотим свою мечту сделать былью, может быть, откроете свое личное дело. Для кого-то из вас будет дополнительный доход. Когда решите финансовые вопросы, и когда вы готовы к действиям. И это не когда мы что-то сделали, а потом оно не состоялось. По сути дела, карта императрицы обозначает счастье. И пусть даже меня смотрят мужчины, может быть, вы будете заботиться о женщине своей любимой. Где-то и вам в этих энергиях, таких добрых, лояльных, нам карта говорит быть. Но вам и не захочется, как мы. Очень символично выпали карты, от чего вы откажетесь. И как и от споров, как не захочется конфликтовать. И ваш-то партнер вам отвечает тем же самым. Поэтому то, что мы называем полным балансом в душе, вы, с одной стороны, создаете сами, стремитесь к этому, но и высшие силы, безусловно, вам помогают. Вот для вас такой удивительный год, как и планетарно, так и карты это тоже подтверждают, мои дорогие близнецы. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.